Всем привет! Сегодня у нас рубрика «Топ неудобных вопросов риэлтору в Албании». Приветствуем вас, Виктор, на нашей передаче. Так, первый вопрос. Риэлторов много. Почему людям есть смысл выбрать именно тебя? Знаете, как себя рекламировать не нужно. Самое главное для меня важное то, что клиент, когда ко мне приходит, он говорит, что он был где-то там и пришел ко мне. Вот самый главный конечный результат. И это меня мотивирует работать честно и дальше. Поэтому меня выбирают, наверное, клиенты. Принято, договорились. Как часто ты ошибался в прогнозах по рынку? По стоимости, по релевантности района, например? Ну, я особо не прогнозирую. Есть по факту, есть определенные цены. Я четко знаю, в каком районе какой нормальный бюджет. И мы стараемся не завышать цены. А если же собственник, который продает, ставит лишнее, я говорю, или же мы продаем по адекватной цене, или же мы не продаем. Поэтому зависит от района. А цены в Албании растут. Почему? И будут еще расти, потому как это самая дешевая недвижимость у моря в Албании на Балканах. Поэтому цены еще и будут расти, инфраструктура улучшается, регулярно что-то делают. И тем более Албания хочет в Евросоюз, это однозначно, цены еще вырастут. Был ли у тебя объект, который долго не продавался? Были, конечно же. В основном это тогда, когда собственники увеличивают цену. Мы им советуем занизить ее. Они говорят, нет, ниже мы не продаем. Говорю, окей, ниже не продаем, значит, пускай стоит этот прайс. И вот в эти моменты, в этом случае, конечно же, квартира продается долго. Что, на твой взгляд, самое неприятное в клиентах? Лицемерие. Почему? Я сам прямой и настоящий. И я люблю прямых клиентов и таких же настоящих. Если же что-то делаем мы не так, я всегда критику приму. Но я люблю прямоту и честность. Правда ли, что проще всего зарабатывать на наивных иностранцах? Не зарабатываю на этом. Принципиально. Почему? Опять же, за прозрачность. Если же объект нехороший или с документами непорядок, я просто не занимаюсь этим объектом. Для меня каждый клиент, он одинаковый, и моя задача, чтобы в конечном результате каждый клиент был доволен и счастлив. Каждый клиент мне потом приведет еще много клиентов. Вот так мы работаем. Вспомни своего самого счастливого клиента. Они, наверное, у меня все счастливые, но я так надеюсь. Я не слышал еще плохих отзывов. Может быть, они есть, но где-то там, за спиной. Но по факту много довольных клиентов, и я счастлив. Твоя самая неудачная сделка с клиентами? Были сложные сделки, но неудачных не было. Были сложные, потому что продавец-собственник было пару человек таких нестандартных. А в общем, конечный результат, сделка была окончена, сделана. И клиент в конечном результате, покупатель, был доволен. Это самое главное. Что, по-твоему, хуже? Жадный клиент или жадный риэлтор? Оба плохо. И то, и другое одинаково. Назови 3 самых главных мифа об Албании, в которые все верят. Верят в то, что в Албании небезопасно. Верят в то, что в Албании людей продают на органы. Это самые основные мифы. И когда люди приезжают первый раз, не зная Албанию, мы слышали о том, что они долго собирались и долго думали, ехать или не ехать, потому что где-то наслышаны были об этом. А когда приехали, они поняли, что здесь вообще кайф. В плане кайф безопасно, спокойно. Есть клиенты, которые здесь жили у нас 4-5 месяцев, отдыхали летом, весной. И уехали сейчас в Европу. И допустим, во Франции люди знакомые наши, общие. И они там говорили, что там небезопасно. Это один из крайних таких, то, что мне в голову пришло. Клиент всегда прав или нет? Клиент всегда прав? Да, почти. Финальный вопрос. Самое приятное в Албании для тебя? Самое приятное? Да. Ну, море. Море для меня самое важное. Овощи, фрукты, климат. Это самое важное. Почему я здесь изначально. Спасибо.